Друзья, всех приветствую! В этом видео хочу рассказать о новом инструменте, которым мы начали работать более 2 месяцев назад. Это дрель для сухого алмазного бурения Кайкин, модель 916. Дрель гораздо мощнее тех, что я работал раньше. Она имеет мощность 2300 Вт. Это отразилось на ее весе, он составляет порядка 5 кг 700 грамм. Смысл ее использования есть на более тяжелых материалах, она дает существенную прибавку в скорости. Если мы работаем по каким-то легким материалам, таких как газобетон, кирпич, то можно работать дрелью Интерскол, либо же Milwaukee, которая также у нас и она расширила наши возможности в плане сухого алмазного бурения. Эта дрель позволяет работать более высокими диаметрами, в отличие от того же Интерскола. Немножко устаешь, работая ей, потому что она тяжелее гораздо. Существенный минус этой дрели — это ее встроенный пластиковый пылеотвод. Я, общаясь со своими коллегами до того, как приобрести эту дрель, понял, что при попытке вот сюда вставить пылесос, шланг пылесоса часто лопается в этом месте. И наблюдая за коллегами, я видел, что люди используют вот такие вот переходы для канализационных труб. Какое-то время я также проработал, не совсем это мне показалось удобным. Я принял решение заказать такой же пылеотвод, но в алюминиевом корпусе. Он имеет точно такие же размеры. У него такая же система фиксации скобой встроенной. То есть мы одеваем его на шпиндель, там происходит уплотнение резиновым кольцом и фиксируем его вот такой вот скобой в эту профрезерованную часть. Вот так это выглядит в сборе. Уплотнение происходит сальником размером 40 на 52. В случае его истирания он достаточно легко меняется, мы его просто выбиваем и меняем на аналогичный. Также сделана проточка на конус у нас для того, чтобы шланг не требовал дополнительной фиксации. То есть мы его просто вставляем, чуть придавливаем, проворачиваем потуже, и шланг уже достаточно хорошо держится. Я вам чуть позже покажу это на видео, как мы им работаем. Также в нашем арсенале появились вот такие дюралевые удлинители, их два вида. Они имеют общую длину 500 мм и общая длина 300 мм. Удлинители легкие, они сделаны из прута 40-го, что позволяет вам во время бурения, если у вас достаточно узкие отверстия, не цепляться гранями. Вот есть удлинители, которые точатся из шестигранника. Они достаточно неудобные, потому что вы гранями начинаете цеплять за стенки отверстия. Здесь этой проблемы нет. Сделана фрезеровка под ключ. И также сделано достаточно большое отверстие для того, чтобы у нас беспрепятственно пыль извлекалась из зоны бурения. Основная трудность в работе с этими удлинителями — это пыль, которая попадает у нас на внутреннюю резьбу. И нужно следить за ней, периодически очищать. Я вставлю ролик, где я очищаю ее металлическим ёршиком. Что может произойти? У вас, когда попадает пыль на витки, я советую всегда закручивать от руки. Если вы чувствуете, что не идет, раскрутите, посмотрите, может что-то попало. Основная проблема — это срыв витков на резьбе. То есть у вас попала пыль, вы ключами тянете, не чувствуете нагрузку и просто срываете витки. Либо здесь, либо внутри. Во всем остальном они имеют массу плюсов, они легче. То есть когда вы собираете всю установку, вес удлинителя имеет большое значение, потому что у вас появляется достаточно большой рычаг, и если это будет стальной удлинитель, то очень неудобно вам будет работать.
да, представьте, вот плюс еще коронка 50 сантиметров, да, если этот удлинитель имеет вес порядка килограмма, то стальной в таком размере будет достигать вес до 2 килограмм, а то и больше. Да, он будет надежнее, но именно в этой ситуации вес будет иметь значение. Если кого-то заинтересовали удлинители, либо же пылеотвод для данной дрели, пишите мне в WhatsApp, Telegram, чуть ниже в описании я пришлю ссылку. Если у вас остались вопросы, я создам чат в Telegram, в него можно будет вступить и обсудить те вопросы, которые у вас имеются. Всем пока, до новых встреч.